Game Boy Color – прямой наследник портативки первого черно-белого предка. В отличие от Game Boy Pocket, которая отличалась только габаритами корпуса, размером экрана и количеством батареек, версия Color имеет более заметные изменения. В продаже она появилась в 1998 году, то есть через 9 лет после начала продаж оригинальной консоли. Новая версия обзавелась цветным дисплеем и полноценным процессором Z80, в отличие от сильно урезанной его версии в первом Game Boy. Хоть Z80 в 1998 году и был уже морально устаревшим, но оставили его не просто так. Дело в том, что параллельно с разработкой Game Boy Color велась разработка абсолютно новой консоли на процессоре ARM под кодовым названием Atlantis, которую мы знаем по названию Game Boy Advance. И жизненный цикл цветной версии изначально планировался недолгим. Главной особенностью всего семейства Game Boy стала обратная совместимость с играми предыдущих поколений приставок, и Game Boy Color была первой консолью, которая положила основу этой традиции. В ПЗУ консоли были сохранены цветовые схемы индивидуально для каждой игры, а если игры не было в списке, то применялась универсальная схема. Актуальная Game Boy Color была всего 4 года, но за это время она успела собрать библиотеку более чем из 500 игр. Примечательно, что суммарный объем продаж оригинальной цветной версии составил более 100 миллионов экземпляров, что ставит ее на третье место по самому большому объему продаж в мире, после Nintendo DS и PlayStation 2. А сегодня будем приводить в чувство вот этот экземпляр. Он мне достался за $10, как нерабочий хлам, и много от такого лота ожидать не стоит. Первым делом в глаза бросается дисплей. Действительно, так называемое выгорание – проблема всех консолей Game Boy. А судя по внешнему виду корпуса, этой консолью в свое время активно пользовались и не особо следили за ее состоянием. Характерные цветные следы под кнопками и коррозия на шурупах наталкивают на плохую мысль, что она еще и утопленник, что сильно усложнит процесс воскрешения. Но пока не разберем, не узнаем. Перед разборкой все же попробую включить ее. Кто знает, вдруг заработает. Но нет. Что ж, вполне ожидаемо. Повезло, что жидкость попала только в нижнюю часть, где в основном находятся разъемы и нет обилия мелких деталей. Еще не видя второй стороны платы, я уже могу предположить, что ничего хорошего там не ждет. На резинках присутствуют следы окисов, причем в большом количестве. Да, картина так себе. Контактные площадки под резинками сильно повреждены. Больше всех досталось кнопкам Select и Start. Переходные отверстия все в наростах и кое-где даже краска слезает. Вообще по своему опыту могу сказать, что приобретение утопленников из стран, расположенных близ морей и океанов, очень плохая идея. То ли солей много, то ли еще какая химия. Но такие платы в 90% случаев нельзя восстановить. Медь на них просто разъедается, а сама плата покрыта синей шубой. Делать нечего. Попытаемся вернуть все это дело к жизни. Просто так эта шуба убираться не захотела. И мне почему-то пришла в голову идея... Ну, не знаю, никогда не пробовал, авось поможет. Надо сказать, что VD40 все же немного размягчила окислы, но не скажу, что толку от нее много. Да и вымывать ее сложно. После первичной отмывки платы надо проверить питание. Сама приставка питается от 3 вольт, но это напряжение идет на модуль, который на выходе дает 5, 13 и 15 вольт. То есть схема питания аналогична с оригинальным первым Game Boy. И чтобы полноценно проверить этот модуль, я решил его выпаять, заодно прочистить площадку под ним. Вместе с питанием выпаиваем и гнездо наушников, так как оно все в грязи. Гнездо питания трогать не стал, с ним все в порядке. Гнездо наушников отправляем отмокать, а проверка модуля питания показала его полную работу. Пожалуй, первая хорошая новость. К сожалению, только жижами и щеткой тут не обойтись. Придется снимать краску и лак наждачной бумагой.
Следующим шагом будет проверка контакта и пропайка элементов на поврежденном участке. Также следует проверить контакты на переходных отверстиях. Большая вероятность того, что внутри они сгнили. И таки да, на двух отверстиях не было контакта. Далее нужно проверить включатель, так как на Game Boy это еще одно больное место. Жесть. И первое включение. Индикатор загорелся, на дисплее хочет что-то появиться. Ремонт дисплея не отличается от такового на черно-белом Game Boy. Кстати, ссылка на ролик с ним будет вверху. Все, что нужно сделать, это снять старую поляризационную пленку и наклеить новую. Пока возился с дисплеем, нашел еще одну дохлую деталь. Это резистор для подстройки напряжения поляризации на дисплее. К сожалению, он был дохлый. Подпаяв другой резистор и выставив напряжение согласно сервис-мануалу, заменил его на постоянные SMD-резисторы. А также было найдено еще одно гнилое переходное отверстие. Итак, в ближайшем магазине была куплена поляризационная пленка от какого-то айфона. Но все оказалось не так просто. Если примерить пленку на дисплей, то картинка будет инвертирована. А если ее перевернуть, то вообще ничего не видно. А происходит это вот почему. На современных телефонах используется пленка с линейной поляризацией, а на этом дисплее нужна радиальная. Но если бы мы ремонтировали черно-белый дисплей оригинального Game Boy, то все было бы в порядке. Там тоже поляризация линейная. У меня есть вот такой поляризационный фильтр для моей камеры, и если посмотреть на экран через него, то у нас есть картинка. То есть экран полностью рабочий. Ну что ж, будем заказывать. So many years later. Да-да, господа, с того момента прошел почти год. Нужная пленка пришла ко мне уже давно, но другие проекты отняли все свободное время, поэтому Game Boy долгое время лежал на полке. Но по независящим от меня причинам тормознулся другой проект, и самое время домучить эту консольку. Отлично, все работает как надо, кроме кнопок. С ними определенно есть проблемы. Плюс надо что-то сделать с кнопками Select и Start. А еще без проверки оказался звук. Так как родной динамик приказал долго жить вследствие обрыва обмотки, и я нашел другой подходящий по диаметру. И ничего. Звука все еще нет. Сначала нужно убедиться, что он вообще доходит до этой части схемы. И он доходит. Почти. Нашлась еще одна гнилая дорожка прямо возле контакта динамика. Вот теперь должно заработать.
или не должно. Ну да, всему виной все тот же разъем для наушников. Похоже, что прошлогодней промывки ему было недостаточно, или он снова окислился. Ну да, так себе состояние. Отправляем мыться в ультразвуковую ванну. Нельзя сказать, что он выглядит как новый, но все равно гораздо лучше, чем было. Осталось решить проблему отгнивших кнопок. Выбор у нас небольшой, придется восстанавливать тонким проводом. Думаю, в такой ситуации хуже уже не сделаешь. Или лучше не сделаешь. Не слишком изящно, но зато работает. Черт, почему эта фраза в каждом ролике? Ну ладно. Зато все контакты восстановлены и кнопки будут работать. Наконец-то и звук появился, но регулятор громкости явно нуждается в чистке. Ну вот и все. Когда с электроникой закончили, можно вернуться к корпусу. После водных процедур он стал выглядеть гораздо приятнее. Но мне стало интересно, будет ли он выглядеть еще лучше, если провести ему процедуру отбеливания. Как обычно, кидаем корпус в перекись водорода под ультрафиолетом и оставляем часов на 12. Если сравнить отбеленный корпус с крышкой отсека батареек, то особой разницы не видно. Ну что ж, в следующий раз буду знать, что отбеливание прозрачного корпуса – бестолковое занятие. Напоследок осталось собрать все как было и проверить работу. Игра запускается, кнопки нажимаются, а звук звучит. Значит, работа выполнена. Если тебе понравился этот ролик, поставь ему лайкос. Тебе не сложно, а мне будет приятно. А если хочешь подписаться, то не забудь нажать колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления о новых видео. Спасибо за просмотр и пока!